Короче, герой под ником Айла Флайза время от времени проводит всякие конкурсы на дейли, среди которых есть ребусы. Поскольку он это делает совсем недавно, я ему помогаю верстать публикации и рассказываю о возможностях всяких BB-кодов. Например, есть такой код, который может скрыть комментарий от посторонних глаз и открыть его в указанное время. Ну и конечно же, во время верстки ребусов я ошибся в какой-то из цифр, поэтому первые комменты участников были видны всем. Начали мы все это дело исправлять, и чтобы протестировать работоспособность кода, я написал тестовый комментарий и буквально через 5 минут его удалил. Так вот, через 6 минут в личку прилетает сообщение от игрока под ником Бука0, который попросил поделиться разгадкой на ребус. Ты серьезно? Вряд ли он понимал, куда написал, но, увы, ответа я не знал. Мисс Брандт, я сейчас заплачу. Горячие клавиши в бою созданы для удобного выполнения некоторых действий с помощью клавиатуры, но также они могут привести к необратимым последствиям. В подземных пещерах герой, который пожелал остаться инкогнито, присоединил свою армию берсерков и джинов. С помощью клавиши S, не как доллар, у джина активируются касты, а у берсов ярость. Так вот, из-за частого ожидания берсерков, герой перепутал очередность ходов и, думая, что прожимает каст джина, прожал ярость берсерка. Наличие представителей грибной фракции на поле зачастую подразумевает, что они сами будут страдать от собственных представителей. Зная это, некоторые игроки строят тактику именно от взрыва спор. Здесь громовержец встает вплотную к грибочкам, сразу получает отравляющий выстрел, который даст 8500 дамага, то есть сольет грома без остатка. Но споровикам не терпится внести свой личный вклад в этот бой. В армии героя есть еще жрицы солнца, которые воскрешают грома. В свою очередь поганцы вроде и пытаются отговорить вторых споровиков, но те свой момент не упускают. А почему нельзя-то? Бои на палубе обычно напрягают прям с самого первого хода, поскольку пиратки спокойно достают до второй линии и после этого могут вернуться к себе. Наш герой не рисковал и еще на расстановке отдал им чутка горгулей. Пиратки идут в атаку, но внезапно тормозят угар, будто бы кроют их несуществующие стрелковые возможности. А чего добился? Еще один нелогичный ход автоматики произошел на лидерском ивенте. Здесь присутствует на поле бревно, из которого спавнятся враги. Так вот, бот, управляя визирями, зачем-то слил два параметра удачи этому самому бревну. Хотя, возможно, у них были какие-то свои взаимоотношения. Ты добился успеха, но в глубине души ты все тот же маленький, толстый, жирный неудачник. А далее парочку багов. В дуэльке между МР и РС Титаны Шторма кастанули грозовую тучу. Так вот, головорез ждет время ее окончания и с уверенностью направляется к Титанам, но почему-то выхватывает урон от тучи. Мы так не договаривались. На ивенте с контрабандистами тоже произошел недоговорной случай, но он был на руку игроку. Там было относительно новое поле 13 на 13 клеток с нестандартной расстановкой геройских войск, спавном противника как бы в углу и вот этими вот камушками. Они оказались не просто декорацией или препятствием, а прям конкретным юнитом, который относился к нейтральной стороне. И это привело к тому, что существо, подрубая невидимость рядом с камнем, сразу же выходило из инвиза. Да ты чё? Быстро выключи свою хуй. Следующую дуэль прислал англоговорящий игрок Лорд Нибирос 92, играющий за МР. И раз он это сделал, значит не зря к видосам прописываются субтитры, которые еще и переводятся на импортный язык. Сам бой произошел в день телепортации, и это значит, что у всех героев есть заклинание телепорт, которое переворачивает всю стратегию сражения. Темный эльф перемещает гидру поближе к тылу МР, и та одним ударом кладет всю стрелковую. Ну вот как тут не Вероятно, у каждого было такое, что при смене фракции просто забываешь сменить билд и мчишься в следующий бой. Именно так и произошло у Варвара Крови, который по идее должен был играть от атаки, но вышел со статами в деф и магию. Осознавая, что бой уже заруинен, он извинился перед напарником и попер навстречу своей судьбе. Но как оказалось, у той были свои планы. Некр и Тен начали пропускать первые ходы, и через время за них стал играть Скайнет. А в таком бою это значит, что он вообще не реализует потенциал некроманта и уж тем более темного хаота. Итог. Победа кривого билда. Что ж, на этом мы и завершим сегодняшний выпуск. Если с вами произошли казусные моменты или ваш знакомый не стесняется своих фейлов, то смело присылайте ссылочку. Ну и конечно же играйте в удовольствие.